Очки сниму. Вот так положу. Ой, это, наверное, выглядит страшно, да, когда человек лезет себе в глаз. Итак, почему же я сегодня решила снять видео? Сейчас все расскажу. Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня я вырываюсь к вам с хорошей новостью. С утра обнаружилось, что у меня на канале уже 100 подписчиков. И это меня так вдохновило. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы подписываетесь на такую нераскрученную меня. Ведь у меня еще не так много видео, не так много просмотров, и подписчиков мало, но вы все равно подписываетесь, и я вам за это благодарна. Благодарна и тем, кто просто смотрит без подписки. Вам тоже большое спасибо. Ну и на волне такого приподнятого настроения я хочу сегодня вам рассказать немножко о себе. Меня зовут Кристина, мне 36 лет, я жена и мама 5 детей. Живу в Германии, но родом я из Казахстана. А что касается моих швейных навыков, это мое хобби. Хобби, которое на протяжении всей моей жизни меня вдохновляет. Все началось, наверное, как у всех, с кукол. Сначала я просто брала лоскуточки, вырезала дырки для рук, надевала на кукол, как-то перевязывала нитками все это, какими-то веревочками. И таким нарядом мои куклы были рады. Но потом мне мама показала, что и для кукол можно шить красиво. Она за короткое время сшила платье для моей куклы, но было даже с пуговицей. Мне так понравилось это платье, что я начала думать в том направлении, что куклам можно шить одежду, а не просто вырезать и завязывать. Но на самом деле любовь к шитью у меня в генах, и против этого не попрешь. Ну или попрешь, не знаю. Когда я была маленькая, я очень часто видела такую картину, когда на полу разложены ткани, на тканях какие-то выкройки, и папа ползает и вырезает эти выкройки на корточках. Я часто засыпала под звуки швейной машинки, потому что когда шить? Только ночью. Потому что шить удобнее всего ночью, когда никто не отвлекает. Сейчас, когда я выросла, я это, конечно, понимаю, что когда никто не заходит, когда никто ничего не спрашивает, шитье продвигается намного продуктивнее. Я помню, такой случай был, что мне надо было в садик завтра срочно костюм Снежинки с утра. Пришел папа с работы, мама говорит, надо срочно где-то достать платье. Папа пошел, достал отрез, все это вырезал, все это сшил. Мама украсила платье мишурой, и я засыпала, а у меня вот так на ковре, раньше ковры у всех висели, и у меня на ковре вот так на плечиках висело платье, в котором я завтра должна была быть Снежинкой. Мне было тогда 5 лет, если это важно. Если это важно. Ну, а когда я уезжала на лето к бабушке в гости, то и там меня ждала похожая картина. Бабушка по маминой линии тоже доставала машинку, ставила ее в зале возле телевизора и сидела шила. Как раз стояла там трюмо, она шила, примеряла, тут же в это зеркало смотрелась. В общем, так я и выросла. На шитье и шитьем погоняемая. Когда мама увидела, что у меня прям такое рвение и тяга к шитью, она мне начала покупать журналы «Бурда». Это еще в далеких 90-х годах было. Я помню, я тогда шила джинсы, я их шила, примеряла, шила, примеряла. Я их сшила, но я их не носила. Да, почему я их не носила? Я не знаю, они мне не понравились. А вот до этого я шила, в классе 8 или 9 я даже шила себе вельветовый костюм, состоящий из жакета на замке и брюк. Брюки такие были расклешенные к низу, и внизу было доставлено другим цветом. На жакете были доставлены рукава другим цветом, ну как бы манжеты получались. Воротник был другого цвета. Ну, на что хватило фантазии, из того и скомбинировала. И пошла в этом костюме на осенний бал. И всем говорила, что этот костюм я шила сама. Я помню, тогда Лаура удивилась очень. Вот ее реакцию я запомнила. Привет, кстати, тебе, если смотришь. Мальчикам, конечно, я не говорила, не подходила, что это я сама шила, как-то стеснялась. А девчонки, с кем дружила, всем сказала. Потом на трудах шили юбку. Эту юбку сшила и тоже носила ее. Ну, в общем, как-то вот сложилось у меня. Даже был момент, когда я начала собираться в школу и поняла, что мне из вещей все надоело и хочется что-то новое. Я полезла в шкаф, достала какие-то остатки былой роскоши из ткани и сшила себе сарафан с 2 разрезами, без выточек. Просто вот так вырезала сарафан без выкройки и сшила очень длинный по бокам с 2 разрезами, чтобы можно было ходить. Еще из отцовских брюк перешивала себе юбку. Короче, было море сумасшедших идей, которые я пыталась воплощать через нитки с иголкой. Я шила и на бабушкиной машинке ручной Подольск, и на папиной ножной Чайка. Но на ножной было так страшно шить, и я сидела и вот так тянула ремень. И так стежок за стежком я прострачивала вещи. Ну а потом я закончила школу, началась учеба в универе. Я уехала в другой город, и, получается, меня разлучили с машинкой. Там я уже ничего не шила. И где-то на 3-м курсе, когда у меня были каникулы, я решила сшить себе камуфляжные штаны. Я еще помню, тогда была Пасха,
И к нам пришли гости, и мне одна мамина подруга сказала, что сегодня Пасха, нельзя шить, тем более в воскресенье. Но я не смогла дождаться понедельника, мне штаны нужны были сейчас. Собственно, так я сейчас и шью. Я хочу много и быстро, и все сразу. Поэтому у меня на весну столько швейных планов получилось. Я, конечно, себя не гоню. Что не успею шить, то не успею шить, ничего страшного. Хоть амбиции у меня и заоблачные, но я трезво оцениваю свои возможности. Я пытаюсь урвать себе время хоть одну строчку в день прошить. Тогда у меня будет продвижение. Если я не прошью одну строчку, я иду спать очень в подавленном настроении. Поэтому мне прям надо. Шитье — это моя страсть. Я, конечно, не берусь такие прям сложные проекты шить. Например, из шифона мне очень трудно. У меня есть вещи из шифона, сшитые мной, но это не часто. Чаще я шью из трикотажа, из ХБ. Пальто мне нравится шить тоже. И к скотским тканям я отношусь настороженно. А вот такую вот замшевую, тянущуюся ткань просто обожаю. Ее и машинка берет хорошо. И оверложить не надо. Я края обрезаю фигурными ножницами, и получается очень достойная изнанка. Насчет моего швейного образования хочу сказать. У меня его нет. Я не заканчивала никакие курсы, нигде не училась. Ну как не училась? Я училась на Ютубе. Искала какие-то мастер-классы на сайтах. И вот это все мое образование. Благо сейчас так много информации. Конечно, есть такая информация, которую невозможно найти на Ютубе или на сайте. Ее преподают только где-то в специальных учреждениях, специальные люди, которые именно владеют знаниями. И, к сожалению, такими знаниями я не владею. У меня шитье чисто интуитивное. Если попадается какой-то сложный момент, я иду на YouTube, задаю, ищу, как пройти тот или иной узел, или иду в Google, чтобы найти мастер-класс с фотографиями. Иной раз с фотографиями удобнее, чем видео смотреть. Кстати, я заметила, что на немецком ютубе нет таких прям уж очень-очень сложных моментов. Пару раз пройдя по видео какой-то узел, уже знаешь, уже умеешь. Ну, вот, в общем, мое шитье чисто интуитивное, переданное по генам. Мой папа шил, шьет и будет еще 100 лет шить. Так же и я. Я шила с самого детства. Сейчас так вспоминаю все эти моменты, так тепло на душе. Как у меня там папа шил. У меня были такие брюки из драпа с аппликацией кошки. И эти брюки производили фурор везде, где я появлялась. Все спрашивали, где тебе купили эти брюки. Мы жили в Караганде, там зимы очень холодные из-за ветра. И вот мне папа шил такие драповые, очень толстые, плотные, теплые брюки. Я ходила в них в садик. Потом у нас еще с мамой были одинаковые юбки. Кокетка вельветовая, и такие у мамы был один волан с цветами, а у меня было 2 волана из такой же ткани, как у мамы. И вот мы ходили вместе в одинаковых юбочках. Но у меня было лучше, потому что у меня было 2 волана. И потом, когда я выросла с нестандартной фигурой, я поняла, как же классно уметь шить. И, в общем, подводя итог вышесказанного, я с уверенностью заявляю, я швейный фанат. Шитье — моя страсть. Менялись города, менялось общество, менялась моя жизнь, менялось все вокруг, но не менялось то, что я хотела шить. Первым делом, когда я переехала в другую страну, я купила швейную машинку. Моя первая швейная машинка была Зингер. Да, Зингер, она у меня сейчас на чердаке. Я сейчас шью на Бразер, и оверлок, и швейная машина. Кстати, каверлок у меня тоже от Бразер. Но у меня с каверлоком не сложились отношения. Он у меня не шьет. Он мне пропускает стежки и так пропускает, что потяни за ниточку, все вылезет. Я уже ставила ему разного сорта нитки, какие-то самые дорогущие иголки покупала. Нет, он все равно пропускает стежки и все. На любой ткани. На плотном трикотаже пропускает, на вискозном трикотаже пропускает, на ХБ в трикотаже пропускает стежки. Иногда шьет. Но мне эта лотерея совсем не нравится, когда ты шьешь, у тебя все должно получаться. А тут хоп, он пропустил стежок, и у тебя вся строчка, которую ты шил до этого, она вся на смарку, приходится все распускать, а дырки-то остаются. Очень неприятное ощущение, когда ты портишь вещь. Ну, в общем, я не шью каверлоком, теперь он у меня стоит в шкафу. А такие плоские швы я шью зигзагом. Еще есть хитрость на оверлоке можно сделать, иногда я тоже этим пользуюсь. Я хочу вам сказать, даже если вы не очень сильно умеете шить, но у вас есть огромное желание, шейте. Все получится, потому что вы этого хотите. Даже какие-то сложные моменты беритесь. Кстати, у всех проблемы с описаниями в журналах.
Я не понимаю, как проходить тот или иной узел, читая вот описание. Может быть, для меня это еще трудный момент, потому что там написано по-немецки, но у меня так и было и с русскими журналами тоже. Я читала и не понимала, что они говорят. А вот какие-то видео или какие-то мастер-классы, мне там понятно. Хотя, когда вот в журнале есть пошаговая инструкция с рисунками, то тоже все понятно. Это был танец по поводу моих 100 подписчиков. Такой один очень маленький. Да нет, это не маленький. 100 человек, вы представляете? 100 человек. Это хороший такой шаг. Я довольна. Канал я создала для того, чтобы создать общество таких же сумасшедших и повернутых на шитье, как я. Чтобы мы все вместе собрались и открыли портал в швейное измерение. Так что если у вас горят глаза, поднимается настроение, улучшается самочувствие, когда вы шьете, просто шейте. Ведь шить красиво просто. Очень рада, очень благодарна вам, что вы подписываетесь. За каждый ваш пальчик вверх, за каждый ваш пальчик вниз, за все комментарии. Я вам говорю спасибо. Спасибо за поддержку. 100 человек, вы представляете? 100 людей. Мы все вместе с вами. Это очень нравится. Меня это очень так воодушевляет, вдохновляет, окрыляет. Хочется шить еще больше. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Я в себя верю, когда вы со мной. Ну, у меня самооценка немножко такие недопонимания, поэтому ценю каждого человека, который на меня подписывается. Вы мне помогаете верить в себя. Ну а на этом все. До новых встреч. Ну да, все. Рук для рук. Для рук. Да. Я хочу сказать... Я не помню, что я хотела сказать. У меня вылетело это из головы. Я не договорила. Они там ругаются. Успокойся, мама, там папа. Папа все может. Это все мы вырежем. Да-да-да. Да-да-да.